меняется, мотик готов. Все смазано, все проверено. Я уже покушал, сходил, правда, ждал аж 20 минут приготовления еды. Смотрите, как горит огнем просто мотоцикл. Все блестит. Я силиконом натер. Вещи свои собрал. С Илюхой мы почти уже попрощались. Так что осталось только попрощаться. И все. А мотик, как огонь, готов ко всему. Доедет, я думаю, уже без особых каких-то сложностей. Илюха, ну скажи напутствие. Пока, Макс. Надеюсь, ты доедешь. До Аргентины. Пока, Илья. Пока. Все, Илюха, давай. Покеда. Все, ребята, погнали. Повернуть. То есть это вообще реально какая-то хрень, блядь, с этой боготой, а еще особенно ее пробками. Как хорошо, когда руль крутится после подшипников замененных. Просто шикарно. Мне ехать всего лишь 440 километров. Скажем, на 2 баках я, наверное, доеду. Черт, пробочка. Ах, и не сунутся здесь. Уроды. Они, кстати, никто не смотрит по зеркалам. Вообще колумбийцы, наверное, самые ужасно ездящие за рулем. Пока что нация, которую я встречал. Ну, вот хоть я наговариваю на Колумбию, но зато для мотоциклов бесплатные дороги, потому что в Колумбии все дороги, независимо как, но они платные. И возможно только объезжать, как говорил Артур. И мне нравится еще полицейский здесь. Я уже столько раз... Красотень! Представляете, это еще только начало. Анды, это же вообще будет удивительно красиво. Как же суперски классно. Только жарко становится, надо уже раздеваться. Сейчас придется все вниз, 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 вниз ехать.
повезло моему подшипнику, или точнее мне, протекло. Многие спрашивали, сколько же я проезжаю километров в день. Вот в основном я сейчас еду от бака до бака, то есть 100 миль. И сейчас у меня почти 3 часа, и я уже проехал 300 километров. Осталось всего 144. Так что 100 километров, 100 миль я проезжаю обычно. Ну что, пока. Адьюс. Противные вот эти лежачие полицейские. Иногда на скорости можно их проехать, а иногда нет. В некоторых местах, если ехать по колее автомобильные, они сломаны уже. Да, мы остановились делать красивые кадры, и я хочу еще записать видео и обращение к Купидитусу. Это значит, будет скоро у нас репортаж, посвященный этому. Ола! Что-то люди какие-то неприветливые. Так вот, на этой площадке, вот на этом месте, вот с таким красивым видом, сейчас мы сделаем небольшую запись для интервью, которую вы можете посмотреть будет в дальнейшем. Я буду стараться снимать на таких красивых пейзажах вопросы, потом мы будем это все комбинировать, ответы будут на другие вопросы, которые будут мне задавать. Так что смотрите, посмотрим мой новый эксперимент. Если вам он понравится, то продолжим. Куриная жизнь. Опять сюда доехал, на красивейший вид. И здесь я еще запишу ряд вопросов для другого блога и блогера. Красивейшее место. Такой объем. Представляете, что будет дальше? То же самое озеро Титикуан или тоже Перу Мачу-Пикчу. Это просто будет бесподобно. Шикарно. Buenas. ¿Usted de dónde es? What? ¿De dónde es? ¿Estados Unidos o qué? No español. ¿Español? ¿Tiene los documentos de la moto? Documentos. ¿Documentos? ¿Español? No español. Ah, no habla español. Documentos. Где вы эти документы найти?
¿Dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Ну, tienda. Что, Гали? Gracias. Наверное, он что-то просил в виде страховки. Мне так кажется. Но у меня нет их местной страховки. На дурачка прокатывают везде и все. Вот я, ребята, приехал в городок, в котором мы с Ильюхой было застряли. Здесь был его разбитый мотоцикл. Ай, как сыро, мокро и не очень. Этот наш отель. Я попробую в него же и заселиться. Ну что, хотел показать, наверное, как люди уже многие просили, где я. Вот Альтамира город. И сегодняшний путь был от Богота. И составил он 440 километров. Сейчас, секунду, Максим немножко подтупливает. И та-да-дам, 440 километров я проехал. Завтра я следую вот на это озеро. Вот где-то вулканы какие-то здесь. Пойду туда, и тут поставили палатку, может еще полажу. Местных песо. И все из-за того, что интернет здесь хороший. Вот помыл фильтр, сейчас его высушу таким полотенцем. Ну ничего не поделаешь, я его вымыл уже, так что он не жирненький. И надо поставить его, потому что я уже, честно, давно не менял. А давно это уже, наверное, проехал я 5000. Так что вот такой у меня номер. Самый крутой за последнее время, наверное, за мое вообще путешествие. Ну все, ребята, на благо вас, чтобы завтра провести стрим. Такой прямо раздетый весь. Вот этот гирбокс. Вот эта черная штука, это гирбокс. Вот не хочется его снимать, потому что столько надо помучиться. Ботинки сушу вот так. Что мыл мотоцикл, что опять грязный. Фильтр я уже почистил, он высох. Сейчас смажу. Продолжим путь на нем. И соберу все. Отлично, огонь. Силикончиком подтер, тут вытер. Я убрал, если помните, у меня были надписи типа про то, что где я, в каких штатах был Америки, это нафиг не надо. Чуть-чуть вытер его, обработал. Где-то бензинчиком почистил, все подсмазал. К бою опять же готов. Фильтр почистил. Все супер. Уже прям отвык от того, что нет компании. Нашел уже по каучсерфингу, есть русскоязычная девочка, зовут ее Катя. Она будет в городе, я еще просто не готов, какой город. Вообще каучсерфинг хорошо работает, и у меня уже на послезавтра есть где остановиться, город Гуякили. Там, кстати, я попробую поискать публичные официальные дома, посмотреть, может попробовать. А послезавтра я уже буду в городе Кито. И вот встречусь в Гуякиле с Катей. Как раз возьму у нее интервью, разузнаю, как она живет в Эквадоре. Так что сейчас берем еды, соберу свой мотоцикл, так как я снял фильтры. Сейчас он как раз подсохнет, обработаю маслом. В принципе, он чистый, только я посмотрел, конечно, сколько там геморроя, чтобы разобрать, чтобы сделать чистку карбюраторов. Не знаю, что-то мне так не хочется это делать. Короче, пока, наверное, пойду так. Так что я кушаю и пойду заниматься новым видео.